Лолотрек. Ютубер, который уже в молодом возрасте смог собрать большую известность в Майн-комьюнити. Набрал он ее благодаря популярному тогда формату с прохождением Майнкрафта как-то по-особенному. Все было просто идеально с YouTube каналом и репутацией, но в какой-то день он просто пропал. И до сих пор нет достоверной информации, что произошло. Или есть. Давайте сейчас в этом разберемся. И всем привет, с вами Лолок. И сегодня я расскажу о парне, который своим уходом с ютуба по странным обстоятельствам слегка подпортил себе карьеру. А также попытаемся разобраться, как он живет сейчас, и разоблачим русскую копию, которая возобновляет себя оригиналом. Не буду тянуть начало, приятного просмотра. Большая часть этой главы займет пересказ видео от самого Лолотрека про историю канала. Поэтому знаете, комментаторы, мне все равно, если вы начнете писать, что я всего лишь пересказал ролик, зато со сценками будто я целое кино создаю. Я люблю их делать, и этим мое видео становится более динамичным, чем оригинал. Лолотрек. Предположительно, его имя Рамиль, потому что это написано в юзернейме канала. Родился в 2006 году, проживает в Казахстане. В 2012 году он узнал о Майнкрафте, когда заметил, как ее старшая сестра играет в эту игру на своем телефоне. В 2015 году он сильно фанател от Лолошки и хотел снимать что-то похожее на него. И поэтому 6 января он создал свой канал под названием Лолотрек. Лоло это как раз таки взято с ника Лолошки, а трек это переводится как тропа. Этим он хотел сказать, что идет по тропе Лолошки, то есть хочет повторять за ним. Он даже в своих первых видео носил его скин и называл себя Лолошкой. Всем привет, с вами Ложка. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. И как видите, у меня сейчас много модов, поэтому... Ну не так, чтобы много, а у меня моды, поэтому сейчас в этой серии мне очень хочется найти алмаз. Вот лично мой ник никак не связан с Лолошкой, и это всего лишь совпадение. Но историю своего ника я планирую рассказать на 50 тысяч подписчиков, так что подписывайтесь. В 2016 году Лолотрек вдохновился ютуберами, снимающими режим в Майнкрафте Hunger Game, и он захотел за ними повторить. Поэтому, как он сказал в ролике, он создал новый канал для голодных игр, который сейчас является его основой. Понравились, поэтому я создал новый канал и на нем стал выпускать видео уже по Hunger Games. Но при этом в канале указано, что дата создания это 2011 год, поэтому можно сказать, что до этого канал использовался лишь для просмотра видео. В этих роликах он уже начал называть себя Лолотреком и становиться более самостоятельным. Всем привет, с вами Лолотрек. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием «Голодные игры». И в прошлой части мы остановились на том, как мы, конечно же, что и делали, так это играли в голодные игры. А также он начал делать видео не один, а вместе со своим братом под ником Firewater. Всем привет, с вами Лолошка и Firewater. Поздоровайся. Всем привет. И в прошлой части мы остановились, как на этом огромном сервере Кристалликсе мы играли в голодные игры. В будущем он тоже создаст YouTube канал, но об этом позже. Потом он какое-то время снимал низкокачественные видео на абсолютно разные тематики, которые не набирали никаких просмотров, пока в какой-то момент он не начал обозревать текстурпаки в Майнкрафте. Подобный формат видео у него начал набирать популярность, и потом это стало самой частой рубрикой на его канале. В 2018 году он нарисовал тот самый скин, благодаря которому он запомнился многим и который до сих пор использует. Дальше он продолжил улучшать качество своих видео, сосредоточив внимание на сценарии, монтаже и озвучке роликов. Тут должна была быть реклама, но рекламодатели, которым я был должен, не ответили моему менеджеру. То вместо этого я порекомендую вам мой Discord сервер. У меня дальше будет большая мотивация делать видео, если там будет большая активность. Ссылка на этот сервер будет в описании. Заходите. Благодаря формату видео с текстурпаками Лолотрек набирает целых 10 тысяч подписчиков, но потом он с этого выгорает. Если ютубер снимает одно и то же довольно продолжительное время, то ему это в любом случае надоедает и больше не приносит удовольствия, делая подобный контент. Лолотрек понял, что должен разнообразить свой контент, и поэтому он со своим братом решил попробовать снять новый формат. В те года был дико популярен формат, короче говоря, и эти двое решили попробовать его, сняв видео про Bed Wars. Видео собрало большие просмотры, и Лолотрек продолжил снимать подобный контент с другими игровыми режимами. Началась игра, я заспаунился и посмотрел по сторонам. Я увидел спаунер бронзы, еще спаунер железа. В домике находилась наша кровать. На нашей базе также находился житель, с которым можно было поторговать. Моими тиммейтами были профессионал, который скинул мне броню, которую я тут же одел. Нубик в маске зомби. И нуб, который считает себя профессионалом в маске скелета. На этом он набрал 100 тысяч подписчиков. Я вам напомню, что это было в 2018 и 2019 году, и тогда ему было всего 12 лет. 100 тысяч!
В 12 лет. По-вашему, каждый сможет набрать столько подписчиков в таком возрасте? Но он не остановился, и в скором времени он начнет снимать тот формат, который принесет ему самую большую известность. На ютубе начинает набирать популярность формат «Как пройти Майнкрафт», в котором цель пройти игру с какими-то изменениями или ограничениями, не используя левую кнопку мыши, с самой минимальной скоростью, не используя кирку и так далее. У Лолотрека до этого был опыт в подобном, потому что он проводил разные стримы, связанные с такими прохождениями. Он решил сесть в поезд хайпа и тоже принять в этом участие. И на удивление, это видео сильно понравилось его аудитории. С тех пор это стало самой популярной рубрикой на его канале. Весь август 2019 года он только и делал, что пилил видео про прохождение Майнкрафта. Он набирал огромные просмотры, а Лолотрек начал усложнять выполнение челленджей. Например, цель собрать все блоки в игре. Дальше он продолжил снимать выполнение заданий и измененное прохождение Майнкрафта. А также создавал, короче говоря, и иногда экспериментировал. На этом он собрал 2 миллиона подписчиков, и он смог этого добиться еще до того, как стал совершеннолетним. Многие из-за этого им восхищались, даже я. Вроде молодой, но такой популярный. Однако в один момент происходит то, чему до сих пор не могут найти полноценного и правдивого объяснения. До полноценной пропажи Лолотрека с интернета он до этого тоже ненадолго уходил с ютуба, а именно после 7-й части Скайблока. Тогда он испарился на 4 месяца, но благополучно вернулся. Окончательная пропажа случилась 23 марта 2022 года после выхода 9-й серии Между мирами. С тех пор он нигде не проявлял свою активность в интернете и свой уход никак не объяснил. В официальных источниках, а именно ВК-страница и сообщество в ютубе, он с того дня больше ничего не писал. То есть он просто пропал бесследно и свою аудиторию никак не предупредил об этом. Подписчики строят теории о причине его пропажи. Многие говорят, что это произошло из-за отключения монетизации на территории России, из-за чего он стал очень мало зарабатывать. Монетизацию отключили 3 марта, и он мог увидеть падение дохода до выхода последнего видео. Возможно, он решил проверить, сколько заработает, если выпустит последний доделанный ролик, и понял, что заработок очень слабый. Но если бы он хотел зарабатывать больше денег, то бы мог начать брать рекламу. С его-то статистикой он бы мог зарабатывать целые миллионы, но я никогда не видел, чтобы в его роликах рекламировался какой-то продукт. И походу даже после отключения монетизации он твердо отказывался брать рекламу. Это мое личное предположение происходящего. Есть также другие теории. То, что ему надоел Майнкрафт, то, что он уделил внимание учебе, или то, что он умер. Максимум, что можно сказать, это то, что Лолотрек максимально скрывает причину ухода с канала и не позволяет раскрывать ее другим. Однажды мой знакомый мне рассказал, что когда он играл в Bedwars на Hypixel, ему в катке попался брат Лолотрека Firewater. Когда он спросил, что с Лолотреком и почему не выкладывает новые ролики, он сказал, что ничего не знает. Хотя по-любому что-то знал, ведь они живут в одном доме. Вообще его брат тоже ушел с ютуба по неизвестным обстоятельствам. А именно на 4 года, когда у него было 100 тысяч подписчиков, и последнее видео собрало более 2 миллионов просмотров. Надев свои умные очки, я решил провести расследование и изучить его страницу в ВК, надеясь, что найду что-то интересное. Первое, на что я резко обратил внимание, так это на то, что у меня был общий друг. То есть он был в друзьях Лолотрека, и зная этого чела, он мог с ним общаться. Я решил написать данной личности, но он сказал, что не общался с ним и, к сожалению, ничего интересного рассказать не может. Так что идем дальше. В описании указана его любимая книга, в котором находится ссылка на страницу ВК с именем Рамиль. Как вы помните, предположительно его так и зовут. Но найти что-то интересное я не смог. Скорее всего, тут всего лишь совпадение с именем, и Лолотрек просто фанатеет от книг этого автора. Расследование мне ничего не дало, и я лишь остался в тупике. Но я решил не сдаваться и попытаться продолжить поиски. Под последним постом с объявлением о новом видео я нашел недавний комментарий от некого Глеба, который говорит о том, что нашел Лолотрека, и скидывает ссылку на видео в инстаграме. Это видео школы, и якобы в этом видео участвует Лолотрек. У меня появились сомнения, ведь его вроде как зовут Рамиль, а не Расим. Попытавшись сравнить голоса с последнего видео и с ролика от этой школы, я могу сказать, что в них какое-то есть сходство. Можете сами сравнить.
Привет, я Лолотрек, и это 9-я серия моего летсплея под названием «Между мирами», остальные можно посмотреть здесь. Его суть в том, что каждую серию игра будет телепортировать меня в новое, ранее неизведанное измерение. Ты чего такой кислый, огурчик? Что? Почему курят? Потому что так мне показало приложение Plant. Что ж, мы изучили сумеречный лес, и можно двигаться в следующее измерение. Погодите-ка, что? Почему я получаю урон? И, похоже, нахожусь не на земле. А здесь у нас какой-то сундук, и внутри него броня. Это же приложение, которое позволяет определять растения. Вот смотри, это, как думаешь, что это? Чтобы узнать, устанавливаем приложение, включаем. Надо еще понимать, что видео от этой школы записан не очень качественно и голос никак не обработан. Но все же я не совсем уверен, что это реально Лолотрек. Если кому-то надо, то оригинальное видео с инстаграма я оставлю в своем телеграм-канале. Можете на него подписаться, буду очень доволен. Вот такое расследование попытался провести. К сожалению, ничего важного я самостоятельно найти не смог. Он действительно пропал бесследно, и найти настоящую причину ухода очень сложно. Поэтому для меня самый близкий вариант это либо отключение монетизации, либо полное выгорание от Майнкрафта. Согласитесь, вряд ли ты будешь получать удовольствие, когда 9 лет снимаешь почти одно и то же. Я не уверен, что он забросил канал из-за учебы, потому что вполне возможно снимать какие-то видео, когда ты учишься. Особенно на уровне Лолотрека. Говорю на своем опыте. Сейчас от канала Лолотрека активно отписывается, так что если Лолотрек не вернется в ближайшее время, то о нем окончательно все забудут и по итогу реально потеряют все. Кстати, многие думают, что он перешел в ТикТок, но о личности, которая решила возомнить себя Лолотреком, мы сейчас поговорим. Не так давно в ТикТоке появился парень, который возомнил себя Лолотреком. На его аккаунте уже 500 тысяч подписчиков, и на нем он в основном снимает какие-то факты о Майнкрафте. Раньше, в 2021 году, там активно публиковались нарезки с видео Лолотрека. Это больше выглядело как фан-аккаунт, чем реальный. Тем более некоторые нарезки отправлялись по несколько раз. Потом в начале 2022 года там выкладывались какие-то приколы, в котором использовался скин Лолотрека. Теперь у вас все будет хорошо. Да нам вроде и так неплохо. Еще как плохо. У вас же совести нет. Тогда автор аккаунта еще не использовал свой голос. Потом Лолотрек вообще посинел. Ну, решил смурфиком стать, с кем не бывает. И 2 февраля 2022 года он выпускает свое первое видео с голосом. Интересный факт на новой версии Майнкрафта. Вы знали, что в зимних деревнях кузница имеет секретный проход, который значительно ускорит ваше прохождение Майнкрафта. Видео было сделано за 2 месяца до полноценного ухода настоящего Лолотрека. А после этого видео реальный Лолотрек выпустил 2 видео. Так что можно спокойно сравнить голоса и понять, что они абсолютно разные. Хотя видео сделаны в один и тот же месяц. Открывая этот проход, вы попадаете в крепость, где уже есть портал Вент. Мстительного сундука, кстати, как и бонусный сундук из обычного Майнкрафта, он окружен факелами. На новой версии Майнкрафта. Вы знали, что в зимних деревнях кузница имеет секретный проход? Для начала создаем новый мир со случайным щитом. Всего он снял 2 видео с голосом. Как построить миниатюрную лестницу в один блок в Майнкрафте? После он снова начал каждый день снимать недоприколы под звуки из ТикТока и также пробовать переснимать ролики от оригинального Лолотрека. Пчел можно размножать, кормя их любыми цветами и даже визер-розами. Также пчелы будут следовать за игроком, если он держит в руке цветок, хотя на поводок их тоже можно взять. Итак, весь оставшийся 2022. В 2023 году, когда Лолотрек окончательно пропал, он решил полностью взять его образ, начав активно снимать факты о Майнкрафте, используя его скин. Многие поверили, что это он. В апреле 2023 он рассказал в Телеграме, что больше не имеет доступ к YouTube каналу, и поэтому решил создать новый. В описании на YouTube канале Лолотрека написано, что у него есть только YouTube и ВК, а также, что у него нет никаких тиктоков, и все аккаунты, возомнляющие себя им, не настоящие. Тот фейк оправдался, что он не может войти в свой Google аккаунт, и поэтому не может изменить описание и сказать, что у него появился тикток. Вот только то же самое написано и на странице ВК. Неужели к нему он потерял доступ? Заблокировали возможность войти во все свои официальные соцсети. Это капец как надо быть невезучим. Кстати, на новом канале указан официальный телеграм-канал Лолотрека. И он утверждает, что этот ТТК официальный. Давайте же проверим. Интересно, конечно, содержание в нем. А именно перепродажи данной ссылки. Вот это да, неожиданно от Лолотрека. Это насколько надо скатиться по доходу, чтобы продавать ссылку телеграм-канала за какие-то копейки, введя при этом аудиторию в заблуждение.
А если бы там начал рекламироваться скам-проект, про его якобы новый канал особо говорить нечего. Максимум, что он создан еще с 2016 года, и туда раньше что-то публиковали, но все эти видео сейчас скрыты. Если бы это реально был бы лолотрек, то ему бы не составило труда доказать это. Банально показав, к примеру, оставшиеся снятые футажи с роликов или проекты в программе для монтажа. И я не думаю, что ютубер, поняв, что потерял доступ к миллионному каналу с большим доходом, просто возьмет и начнет заново. Лолотрек может спокойно написать в поддержку ютуба и разобраться, а также может помочь личный менеджер, если он у него есть. Ой, надо же, ебал канал с 2 миллионами подписчиков. Ну ладно, начну заново. Это же ведь все равно, что игру переиграть. Я уже полностью доказал, что это лишь жалкая попытка русского скопировать кавказца, но напоследок я сделал финальный удар. Не так давно я листал ТикТок, и мне в рекомендациях попался стрим того самого Ниды Лолотрека. В нем он пытался пройти челлендж в Майнкрафте вместе с еще одним челом, который якобы Firewater, попутно собирает донаты с наивных фанатов. Да, утро вечер мудренее. Из-за музыки не слышно Фейерватера. Да это я уже видел. Потому что все равно убавили в любом случае. Вот это сколько лет? 17 в данный момент. Во-первых, какого фига у якобы младшего брата, а именно у Firewater, голос жестче, чем у старшего? При попытке спросить, реально ли он лолотрек, сообщение автоматически отправляется в бан. А если перефразировать вопрос, то он притворится дурачком. Это в чате теперь пишут, ты реальный? Нет, я вымышленный. Да, кто-то придумал. Самое интересное, что все сообщения, в которых говорят, что он кого-то обманывает, и то, что он не настоящий лолотрек, удаляются. Ладно, если он еще молча удалял, но он свой процесс озвучивает вслух. Кстати, сколько в ТикТоке просмотров на последнем видео ты не смотрел? Нет, я не Сейчас я посмотрю, сколько. Да, посмотри, пока чат за чатом. Так, тут уже смотрю. Так, все. Так, нифига у тебя голос изменился, помню, как один блок проходил. Сам факт их очищения, вместо попыток доказать обратное, уже что-то говорит. Также стрим шел одновременно на ютубе, и Недолотрек жаловался на отсутствие какого-то актива на нем. Ну, ребята, если на ютубе будет очень мало зрителей, да, будем заканчивать, наверное. Продолжим на следующем стриме. Хотя, не знаю, на ютубе может пока стримы не проводить. Жду тебя в Ташкенте 30 декабря. Стример, он стример. Нет, в ТикТоке нормально людей сидит. В ТикТоке, да. Кто-то задонатил. В общем, вы сами все поняли. Какой-то чел, до этого имеющий фан-аккаунт лолотрека, решил заработать денег, выставив себя посторонним медийным человеком. Он уже врался, когда спалил свой голос еще до ухода лолотрека с ютуба, и решил оправдаться, что он просто не может восстановить аккаунт. Разоблачить этого клона было очень легко, и я надеюсь, что если он будет отвечать, то он не использует оправдание, что видео с ТТ были записаны наперед и голос успел сломаться. А ведь самое неприятное, что мы продолжаем верить в фанаты реального лолотрека и донатить ему, думая, что он настоящий. Разоблачение фейка подошло к концу, теперь давайте подведем итоги. У лолотрека было все идеально с карьерой. Были большие просмотры, известность и деньги. Но в один момент по неизвестным обстоятельствам он бесследно исчез. Никто точно не знает причины его действий, и скорее всего он попросил своих близких не рассказывать причину. Либо даже родственники не понимают, что происходит. Он ушел не в идеальное время, из-за чего появились теории о причине ухода. По какой бы причине он не ушел, это сильно влияет на количество подписчиков. От него активно отписываются, и возможно о нем скоро все забудут. Таким образом, он реально потеряет все. Максимум, что может сказать, это то, что он скорее всего все еще живой. Если лолотрек реально в том видео из Инстаграма, пока он отсутствует, появился человек, пытавшийся нажиться на чужом имени. И у него это прекрасно получается. Люди верят, что это настоящий лолотрек и донатят ему. Сейчас можно лишь догадаться о реальных причинах, но возможно мы когда-нибудь получим настоящий ответ. Будем надеяться, что лолотрек когда-нибудь вернется и тот самый фейк с ТикТока получит то, чего заслуживает. Как же хорошо собирать донаты с этих наивных школьников. Вот бы это продолжалось целую вечность. И я так не думаю.